Get up, y'all. Здравствуйте, дорогие подписчики и все зрители моего канала. Сегодня я приготовлю интересный ужин. Я купил в супермаркете вот такой замечательный кусок говяжьей печени около 650 грамм. И чтоб печень получилась вкусной и сочной, я к ней добавлю около 100 грамм вот этого бараньего жира. Я уже не первый раз готовлю разное мясо, особенно если мясо постное и сухое, то с добавлением бараньего жира я гарантирую вам, что мясные блюда получаются очень вкусными и сочными. Приготовить это блюдо проще простого, приготовить сможет каждый. Итак, начнем. Первым делом надо помыть в холодной воде эти два продукта. А теперь важный момент. С печени нужно обязательно снять пленку. Без пленки печень приготовится вкуснее и будет мягче. Снять пленку не так сложно, как кажется. Нужно просто зацепиться за край и аккуратно, не торопясь, снять ее. У каждого куска по-разному выходит. Иногда быстро получается, иногда приходится повозиться со снятием пленки, но это стоит сделать. Вы можете видеть, как я снимаю пленку. Вот примерно таким способом. Просовываю палец внутрь под пленку и как бы пальцем разрезаю между пленкой и печенью. Несложно, но поверьте, с пленкой печень получится жесткой и невкусной, поэтому нужно в этом моменте повозиться, чтобы потом насладиться вкусом этого прекрасного и очень полезного для человеческого организма субпродукта. На своем примере могу сказать, печень мне дает еще больше сил и энергии и хорошего самочувствия. Ну вот и все, с пленкой закончил. Теперь разрежу печень на куски среднего размера и кусок бараньего жира. Куски делаю не маленькими, так как буду запекать в духовке. Все куски готовы, и теперь осталось только замариновать специями. Из специй я добавлю пол чайной ложки черного перца, чайную ложку молотого кориандра, чайную ложку приправы карри, чайную ложку копченой молотой паприки. Паприка дает очень необычный копченый аромат блюду. Но вы можете использовать свои специи, которые вам нравятся. И теперь простым способом нужно хорошо перемешать рукой все куски. Все, печень хорошо пропитается во всех этих специях и будет очень вкусна в готовом виде. Печень пролежала в специях 3 часа, и теперь настало время готовить. Духовку я предварительно уже разогрел. В небольшой противень добавляю немного кокосового масла, но можно и любое другое растительное добавить. Теперь осталось только разложить все куски. Готово, посмотрите. При сильной температуре куски бараньего жира растопятся, печень пропитается в этом жиру и получится вкусное блюдо. Готовиться будет недолго. Ставлю на 30 минут при температуре 180 градусов. Больше для печени не нужно. Я сделал куски печени не маленькими, для того, чтобы можно было чуть больше времени дать для запекания. За это время как раз бараний жир хорошо растопится и сделает вкусную и сочную печень. А пока печень будет запекаться, я сделаю капустный салат и покажу вам в ускоренном состоянии, как я делаю такой салат. Этот салат получается вкусным и полезным, но очень хорошо сочетается с жирными мясными продуктами. Такой салат можно есть хоть сколько, в нем очень мало калорий, но пользы очень много. И всего нужно будет 3 вида овощей. Начну с капусты, быстро нашинкую ее. После того, как я переложил нашинкованную капусту в тазик, я сразу добавляю в нее четверть чайной ложки соли.
Для того, чтобы капуста успела пустить сок и стала мягче. Трясу тазик, чтобы капуста с солью побольше соединились. А теперь нужен огурец. Нарезаю его на тонкие полоски. И теперь осталось нарезать небольшой пучок зеленого лука. Быстро нарезаю его и готово. Теперь добавляю в салат треть чайной ложки приправы карри. Треть чайной ложки копченой паприки. И столовую ложку растительного масла. Беру 2 вилки и начинаю все мешать. Вкусный капустный салат готов. Через 10-15 минут капуста выделит сок и салат станет мягче и вкуснее. Как раз за это время уже можно будет накрыть готовый ужин. Время подошло доставать вкусное блюдо. Вы сейчас все увидите. Посмотрите, какая красота! А запах какой, словами не передать. Посмотрите, печень пропиталась в жиру. И этот жир сам по себе очень вкусный. Особенно когда макаешь эти куски печени в это масло и начинаешь есть. Это получается очень вкусно. И приготовить такое вкусное блюдо, как вы видите, проще простого. Ну вот ужин готов, стол накрыт. Я добавил на стол зелень с репчатым луком и немного свежего сладкого красного перца. Надеюсь, вам понравился этот простой рецепт вкусного блюда из говяжьей печени. Спасибо, что посмотрели это видео. Буду очень рад и благодарен вам, если вы подпишетесь на мой канал. А я в свою очередь буду дальше стараться делать и выкладывать на канале вкусные рецепты, которые готовятся просто и стоят недорого. Желаю вам удачи и хорошего настроения. С вами был канал Скромная жизнь.